Hey mama, JJ ma, open my mind, my heart, my life. Hey mama, JJ ma, open my mind, my heart, my life. Open my mind, my heart, my life to your light, your love, and your power. In all things may I see the divine. Open my mind, my heart, my life to your light, your love, and your power. In all things may I see the divine. Hey mama, JJ ma, Jagadambe JJ ma. Hey mama, JJ ma, Jagadambe JJ ma. Hey mama, JJ ma, Jagadambe JJ ma. Mama, my mind, my heart, my life to your light, your love, and your power. In all things may I see the divine. Open my mind, my heart, my life to your light, your love, and your power. In all things may I see the divine. Hey mama, JJ ma, Jagadambe JJ ma. Hey mama, JJ ma, Jagadambe JJ ma. Hey mama, JJ ma, Jagadambe JJ ma. Mama, open my mind, my heart, my life. 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 Солнце золотит лики облаков, новый день летит вестником богов. Новый день летит из золотой дали, разбудить спешит душу всей земли. Пробудись, земля, горн его поет. Новая заря над тобой встает. Новая заря дарит новый свет. Счастьем озаря весь бескрайний свет.
той заре поет новый гимн богов. С той зарей придет всех конец оков, всех скорбей конец, озарень мгле, божества венец жизни на земле. Так восстань, земля, горн его поет, горы и поля к солнцу он зовет, всех существ зовет в счастливую даль, в сферы, где умрет горе и печаль, где всегда горит золотой рассвет, где любовь царит, где страданий нет. Новый день, приди вестью божества, солнце низведи в мир, где смерть права. Солнце низведи в мрачную юдоль, солнцем победи в мире смерть и боль. Пусть весь мир зальет золотой рассвет, пусть весь мир поет о конце всех бед. Ликом божества в горький мир явись, ждет весь мир, вся тварь. День золотой, зажгись! Namaste, I am Anvesha from Minneapolis, Minnesota, and today's offering at the feet of the Divine Mother will be a prayer and a painting which I made for the Mother. Let me lie down at thy feet, merge into thy heart, disappear in thee, be blotted out in thy beatitude, or rather be solely thy servitor without pretending to anything else. I do not desire or aspire to anything more. I wish only to be thy servitor. The Mother, July 27th, 1914. Thank you. Имя Ника. Родилась я в России, но с 20 лет жила в Узбекистане. Сейчас проживаю в Северной Калифорнии,
в ашраме Шри Аурабинда Садхана Питам, в котором служу нашей Божественной Матери. О проекте. Солнечно-мягкая природа раннего утра полнится тишиной и покоем. Звучит мелодия сунила, в которой словно капли кристальной чистоты с небес падают неведомые звуки, наполняя душу своим великолепием. Это капли ее невыразимой любви нисходят в каждое сердце. Так родилось название проекта, который создавала вместе с Ником в ашраме. The drop of her immeasurable love. Вдохновение создания видео пришло спонтанно. Все выстраивалось так, как должно, вероятно, быть. При созерцании фотографий матери в альбоме «Аура-Ма», оформленных цветами, с любовью и обожанием сердца, вдруг почувствовала нисхождение силы, особенно от тех фотографий, на которых изображена мать в убранстве цветов самадхи. Это было в апреле 2019 года, в дни Даршана. Дарованная милость получать цветы непосредственно с самадхи в течение некоторого времени для оформления фотографии матери реально наполняла сердце живительной энергией любви. К твоим лотосным стопам, милая мать, с любовью и благодарностью сердца предлагается это видео.
What feet of God, what ravishing flutes of heaven have thrilled high melodies round from near and far, approaching through the soft and reveling air, which still surprised thou hearest. They have fed thy silence on some red, strange ecstasy's fruit, and thou hast trod the dim moon peaks of bliss. Reveal, O winged with light, whence thou hast flown, hastening bright-hued through the green tangled earth, thy body rhythmical with the spring bird's call. Mama Nama Aravinda. Namaste, I am Aravinda, and I am one of the fortunate ones to be associated with a family who has been devoted to the mother and Sri Aurobindo. Thankfully, I belong to the 4th generation of it. Of course, this is from my maternal side, but thank you. But yes, so this presentation today is about my dance, which is on Goddess Kali. So the way this dance is, it basically, the lyrics basically explain basically explain Goddess Kali on the way she carries her trident, on how she wears the garland of skulls, has ferocious eyes, and kills all the demons. To you, Goddess Kali, we pray. So this is called Kali Kauthum, and like I just said, the way the song proceeds is how she is praised by all the celestial gods, by Lord Narayana, and on how Nandi dances seeing her, and how all the rishis pray for her, and how moon and sun sing the 108 verses written by Bharata Muni. So this is how the song proceeds, and I hope I did justice to it. Please do watch, and I hope you all like it.
In case you find any corrections in my interpretation or the explanation that I just gave about these lyrics, please do let me know. I'll be happy to correct. But otherwise, thank you. And yes, I did introduce myself in Sanskritam because although my mother tongue is Telugu, which is regional language of Andhra Pradesh and Telangana in India, so I have been again fortunate enough to learn Sanskritam just like how I learned Telugu, my mother tongue. Thanks to my mother and the mother. Thank you. মাতঃ দুর্গে সিংহবাহিনী সর্বশক্তিদায়িনী মাতঃ শিবপ্রিয়ে তোমার শক্তি সজাত আমরা বঙ্গদেশের যুবকগণ তোমার মন্দিরে আসীন প্রার্থনা করিতেছি। শোনো মাতঃ, উর বঙ্গদেশে প্রকাশ হও। মাতঃ দুর্গে যুগে যুগে মানব শরীরে অবতীর্ণ হইয়া জন্মে জন্মে তোমারই কার্য করিয়া তোমার আনন্দধামে ফিরিয়া যায়। এইবারও জন্মিয়া তোমারই কার্যব্রতী আমরা। শোনো মাতঃ,
উরু বঙ্গদেশে সহায় হও। মাতো দুর্গে সিংহবাহিনী ত্রিশূলধারিণী ব্রহ্ম আবৃত সুন্দর শরীরে মাতো জয়দায়িনী, তোমার প্রতীক্ষায় ভারত রহিয়াছে, তোমার সেই মঙ্গলময়ী মূর্তি দেখিতে উৎসুক। শুনো মাতো, উর বঙ্গদেশে প্রকাশ হও। মাতো দুর্গে বলদায়িনী প্রেমদায়িনী জ্ঞানদায়িনী শক্তি স্বরূপিণী ভীমে সৌম্যরুদ্র রূপিণী, জীবন সংগ্রামে ভারত সংগ্রামে তোমার প্রেরিত যোদ্ধা আমরা। দাও মাতো প্রাণে মনে অসুরের শক্তি অসুরের উদ্যম, দাও মাতো হৃদয় বুদ্ধিতে দেবের চরিত্র দেবের জ্ঞান। মাতো দুর্গে জগৎ শ্রেষ্ঠ ভারত জাতি নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। তুমি মাতো গগন প্রান্তে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছ, তোমার স্বর্গীয় শরীরের তিমির বিনাশী আভায় উষার প্রকাশ হইল। আলো বিস্তার করো মাতো, তিমির বিনাশ করো। মাতো দুর্গে শ্যামলা সর্বসৌন্দর্য অলঙ্কৃতা জ্ঞান প্রেম শক্তির আধার বঙ্গভূমি তোমার বিভূতি, এতদিন শক্তি সংহরণে আত্মগোপন করিতেছিল। আগত যুগ আগত দিন ভারতের ভার স্কন্ধে লহিয়া বঙ্গজননী উঠিতেছে। এসো মাতো প্রকাশ হও। মাতো দুর্গে তোমার সন্তান আমরা, তোমার প্রসাদে তোমার প্রভাবে মহৎ কার্যে মহৎ ভাবের উপযুক্ত হই। বিনাশ করো ক্ষুদ্রতা, বিনাশ করো স্বার্থ, বিনাশ করো ভয়। মাতো দুর্গে কালী রূপিণী ত্রিমুণ্ড মালিনী দিগম্বরী কৃপানুপানি দেবী অসুর বিনাশিনী, ক্রূর নিনাদে অন্তঃস্থরিপু বিনাশ করো। একটিও যেন আমাদের ভিতরে জীবিত না থাকে, বিমল নির্মল যেন হই, এই প্রার্থনা মাতো প্রকাশ হও। মাতো দুর্গে স্বার্থে ভয়ে ক্ষুদ্রাশয়তায় ম্রিয়মান ভারত আমাদের মহৎ করো, মহৎ প্রয়াসী করো, উদার চেতা করো, সত্য সংকল্প করো। আর অল্পাসী নিশ্চেষ্ট অলস ভয়ভীত যেন না হই।
মাতো দুর্গে যোগ ও শক্তি বিস্তার করো। তোমার প্রিয় আর্য সন্তান লুপ্ত শিক্ষা, চরিত্র, মেধা, শক্তি, ভক্তি, শ্রদ্ধা, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, সত্যজ্ঞান আমাদের মধ্যে বিকাশ করিয়া জগৎকে বিতরণ করো। মানব সহায় দুর্গতি নাশিনী জগদম্বে প্রকাশ হও। মাতো দুর্গে অন্তঃস্থ রিপু সংহার করিয়া বাইরের বাধা বিঘ্ন নির্মূল করো। বলশালী, পরাক্রমী, উন্নত চেতা জাতি ভারতের পবিত্র কাননে উর্বর ক্ষেত্রে গগন সচর পর্বত তলে ভূত সলিলা নদী তীরে একতায়, প্রেমে, সত্যে, শক্তিতে, শিল্পে, সাহিত্যে, বিক্রমে, জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়া নিবাস করুক। মাতৃচরণে এই প্রার্থনা প্রকাশ হও। মাতো দুর্গে আমাদের শরীরে যোগ বলে প্রবেশ করো। যন্ত্র তব, অশুভ বিনাশী তরবারি তব, অজ্ঞান বিনাশী প্রদীপ তব আমরা হইব। বঙ্গীয় যুবকগণের এই বাসনা পূর্ণ করো। যন্ত্রী হইয়া যন্ত্র চালাও, অশুভ হন্ত্রী হইয়া তরবারি ঘোরাও। জ্ঞান দীপ্ত প্রকাশিনী হইয়া প্রদীপ ধরো, প্রকাশ হও। মাতো দুর্গে তোমাকে পাইলে আর বিসর্জন করিব না। শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া রাখিব। এসো মাতো, আমাদের মনে, প্রাণে, শরীরে প্রকাশ হও। বীর মার্গ প্রদর্শিনী এসো, আর বিসর্জন করিব না। আমাদের অখিল জীবন অনবচ্ছিন্ন দুর্গা পূজা। আমাদের সর্বকার্য অবিরত, পবিত্র, প্রেমময়, শক্তিময়, মাতৃসেবাব্রত হোক। এই প্রার্থনা মাতো পুর বঙ্গদেশে প্রকাশ হও, প্রকাশ হও, প্রকাশ হও। Ты тот, кто наполняет все нижние миры, но сам над ними пребывает. Господин всех тех, кто трудится и мыслит, и повелевает, слуга любви. Ты тот, кто не пренебрегает быть ни пылью, ни червем. Тебя, о Бог, по крутости Твоей мы узнаем.
Ах, утро, утром рано, мне птичий голос грудь пронзил, захлеб, и радость начинает, игра, и проба вечных сил. Смычок незримый, тронут струны, незримый, полет смычков, и мир сверкнувший, мир мой юный, опять сначала жить готов. 100 000 лет, и все сначала. Смерть все взяла, и жизнь есть вновь. Но ведь любовь про смерть не знала. Любовь есть жизнь, жизнь есть любовь. А кто не верит, ах, утро, убеди, что можно все свои потери в единый миг найти в груди. Всем привет! Меня зовут Мария. В рамках предстоящего Даршина я бы хотела поделиться своим творчеством в виде картин. Я начала рисовать в рамках интегральной йоги, и для меня живопись — это возможность выразить свое внутреннее состояние через внешнее. И поскольку там нет никаких границ, рамок, никаких идентификаций, для меня это возможность просто быть. Я воспринимаю живопись как возможность посвятить тотально божественному момент сейчас, причем выражая это в каком-то действии. Поэтому я очень люблю рисовать. Удивительным образом у меня даже получаются какие-то картины, хотя я никогда не задаю тему для рисования, и просто потом что-то получается. Вот. Буду рада поделиться с вами.
Намасте. Меня зовут Владимир, я из Одессы. И сегодня хотел бы поделиться с вами видеоклипом «Духовное послание цветов». Потому что именно цветы представляют психическое в царстве растений. Когда мы восприимчивы их психической вибрации, это вызывает отклик в психическом внутри нас. Этот фильм создан совместно с проектом Аурама, группой Топасии, Ритмом и Нада Премом. Надеюсь, этот фильм откликнется и в ваших сердцах. В своем источнике любовь является Всевышней силой притяжения, которая пробуждается в ответ на непреодолимую нужду абсолютной самоотдачи. Эти силы являются двумя полюсами стремления к полному слиянию. Истинная цель жизни – найти глубоко внутри себя божественное присутствие и верить в себя ему так, чтобы оно стало руководить жизнью, всеми чувствами и всеми действиями тела. Отдать себя Божественному означает отречься от своих узких границ, позволив себе быть захваченным им, став центром его игры.
если со всей искренностью вы всецело отдаете себя Ему, Он возьмет на себя заботу о вас, и ваше сердце будет в мире и покое. Любовь – это высшая сила, эманация предвечного сознания, которая была им послана в этот мир косности и мрака, с тем, чтобы вернуть весь этот мир и его обитателей в божественное лоно. Божественная любовь, истинная любовь, находит упоение и радость в самой себе. Она не нуждается ни в том, чтобы ее принимали и ценили, ни в том, чтобы ею делили. Она любит ради самой любви, так, как цветок распускается ради цветения. Пусть божественная любовь будет вашей целью. Пусть чистая любовь будет вашим путем. Будьте всегда верны своей любви, и все трудности будут побеждены. Найдите свое психическое существо, и вы поймете, что такое божественная любовь. Когда вы достигаете контакта с божественной любовью, вы видите эту любовь во всем и во всех обстоятельствах.
Hello everyone, my name is Juan Tabela from Argentina. I have been following the Mother and Sri Aurobindo for many years now, and I study Indian classical music, so I will play a small introduction called Alap in sitar, in devotion to Mother. I hope you enjoy, and blessings to everyone. Друзья, всем привет! Меня зовут Екатерина. Я Ася. Мы из Московского центра интегральной йоги. И сейчас мы с радостью исполним для вас прекрасную композицию, мантру, посвященную Господу Шиве.
Chara chara parapurna Nityananda Swarupa Shivoham 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 Om Sachara chara parapurna Nityananda Swarupa Shivoham 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 Om Sachara Chara Parapurna Nityananda Swarupa Chara chara parapurna Nityananda Swarupa Shivoham 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 Om Sachara chara parapurna Nityananda Swarupa Shivoham 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 Om Sachara chara parapurna Nityananda Swarupa Shivoham 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 Всем привет, меня зовут Паша. Меня зовут Валя, мы садхаки Московского центра интегральной йоги. Сегодня мы хотим вам исполнить авторскую песню, которая называется «Комета». Да, эту песню я написал стихи к ней и музыку, и хотел выразить тот самый момент, когда в жизни человека приходит божественное,
его цепляет и несет за собой. И если он был открыт, то он не сможет препятствовать этому зову и будет бесконечно следовать за ним. Вот так. прохладе вечера по звездной простыне, через призму телескопа где-то вдалеке капелькой растянется, уходя в пике небывалой красоты комета, словно как во сне. Неизвестен отправитель, неизвестен получатель галактики созвездий, первооткрыватель на лучах фотона, беззаботно смех летящий в космос объятия по спирали восходящей. Заполнит небо до краев оттенки синевы, в одно мгновение всем законам вопреки замрут часы. Есть только я и только ты, движение вверх тебе не в обиду гравитации. Вот на скорости 200 000 километров в час восторженно ловлю твой взгляд завороженных глаз. На шлейфе сжигаемых в ядре частиц надеюсь, что мы пара межзвездных перелетных птиц. Принеси меня, комета, на лучах, как на руках, жизнью рассекая небо. Ты неси меня, комета, последний раз, как в первый раз. Наше время лишь игра. Ты неси меня, комета, на лучах, как на руках, жизнью рассекая небо. Ты неси меня, комета, последний раз, как в первый раз. Наше время лишь игра. Ты моя комета ярко-голубого света, промчишься мимо гдалем почти что незаметно, маня улыбкой за собой в поисках ответа. А я влюбленная пылинка еле поспеваю следом, и найдется пару мест на корабле, если удержу твой яркий хвост в своей руке. Если в танце на следующем витке не оставишь одного в беззвучной пустоте, пока системы крутятся вокруг своей оси, пока врут друг другу люди, не жалея сил, ты продолжишь путь к центру неизвестности, оставив позади лишь пыль былых светил. Куда же ты летишь? Куда же направляешься? Сквозь толщи темноты вселенной в точке растворяешься в прохладе вечера по звездной простыне через призмы телескопов где-то вдалеке. Ты неси меня, комета, на лучах, как на руках, жизнью рассекая небо. Ты неси меня, комета, последний раз, как в первый раз. Наше время лишь игра. Ты неси меня, комета, на лучах, как на руках, жизнью рассекая небо. Ты неси меня, комета, последний раз, как в первый раз. Наше время лишь игра. Всем добрый день, с любовью ко всем вам и к нашему высочайшему. Ольга Полякова, садхак Московского центра интегральной йоги имени Шри Ауробинда с 2012 года. И вот с этого же времени начинается моя личная, более серьезная садхана.
Вообще на протяжении всей моей еще пока недолгой жизни ко мне приходят разные стихотворные строчки, если их можно так назвать стихами, с самого раннего детства. Сначала это были стихи о том, как я люблю музыку, о том, как бы я хотела заниматься на скрипке. В юности это были стихи, ну, конечно же, о любви, о небе, о цветах, о том, как я слышу голос деревьев, ну и так далее. А вот в более поздний период, наверное, это связано с моей садханой. Мое сознание стало потихонечку утончаться, и ко мне стали приходить строки более духовного содержания благодаря свету Божественной Матери. И для вас сегодня я хотела бы представить одно из моих стихотворений, которое посвящено, конечно же, нашему высочайшему. Итак, мое стихотворение для вас. Всех люблю. Всем доброго здоровья. С наилучшими пожеланиями. Намасте. Ольга Полякова. Я знаю Бога. Что за вопрос непраздный? Я знаю деда своего, старик седой, в руках со старой книгой сидит, угрюмо смотрит мне в глаза. Я знаю Бога. Тот первый крик рожденного младенца, тот чудной музыке подобное дыхание, размеренный вдох и выдох. Кто этим управляет? Или той травинки, поднятую ветром, кто предначертал путь? Кто силой овладел непревзойденной, вобрал в себя весь мир и властвует, как царь? Ни Агни не узнал пришельца, и ни Вайю, ни царь богов О Индра не узнал, а только лишь приблизился к разгадке. Дар слышать, видеть, чувствовать, дышать, произносить связующие строки — все тот неузнанный пришелец, кто рядом, кто далеко, кто движется и кто стоит на месте. В моем он сердце возлегает, и он везде, повсюду его локо. Он там, куда стремится ум, и души, сработав свою вахту надежд мистерий Мидгарда, летят домой в небесные высоты сверкающих вершин, садов жемчужных, лучезарных грез. Я знаю Бога. Я чувствую Его прикосновение, то лаской материнских рук, то точечный удар сплетения, разящий наповал. Нати покорность воли сей. Во всем я вижу лишь Его, в тончайшем шелесте листвы, в жужжащем над цветком шмеле трудяги, в журчании родника зари весенней, в душистом меде луговых красот, в багряном тонущем закате и в раннем блюзе петуха. Я знаю Бога.
Пусть сам ответит каждый. Я же промолчу, пустив на волю стаю этих строк. Первая называется «Битва за небеса». Практически все они услышаны как Шрути. Это голос, который говорил ко мне или внутри меня. Я иногда на сатсангах его озвучиваю. Это битва за небеса. Небесные врата открываются двумя ключами. Великим смирением и великим дерзновением. Имеющий один ключ не войдет. Ну вот все обычно знают, что я вообще за знание, за осознанность, за мудрость. Но вот очень важный элемент, о котором мы должны чувствовать, когда мы идем по пути, это любовь. Итак, Шрути услышанное. Возлюбленный, стремись к знанию, и оно откроет тебе все. Имей любовь в себе, и она приведет тебя к истинному знанию. Ну вот тоже многие здесь знают, это афоризм учителя. Настоящий учитель учит только одному – обходиться без него. И я услышал голос: почему ты перестал молиться и усердно медитировать? И я ответил: Господи, сила идет сама. Новое сознание без приложения усилий уже проявляется несколько раз в день. И вновь я услышал голос: мой любимый ученик, кто из великих останавливался на достигнутом? А это посвящается всем лентяям, мне прежде всего. В нирване нет ни монахов, ни мирян. Одна лишь греховная святость. Хорошо. Если ты считаешь себя самым умным, то перестаешь учиться. Если ты не видишь глупых, то так ничему не научился. Молчание. Разделение. Начало Великого Перехода. Многие знают, что в йоге считается, что нужно остановить ум, ни о чем не думать. Но не надо путать молчание дурака и молчание мудреца. Когда молчит глупец с отголосками его запутанных мыслей, это одно молчание. И когда развитый ум, достигший предела, замолкает, чтобы перейти на новую ступень, перейти к другому образу видения, это немножко другое. Итак, молчание. Двое зашли в храм, двое молились, двое молчали после молитвы. И одно было молчание животного, у другого было молчание Бога. Мистикам посвящается. Ну, мистикам, которые у нас там. Любопытный факт, что несмотря на многочисленные протесты религиозных деятелей, Земля все-таки оказалась круглой. Из тоже мистикам посвящается, которые прям, ну а как, там вообще все летают просто, да? Вот отвернулся, там уже кто-то пролетел на ковре самолете. Повернулся, мы просто это не знаем, ребят. Называется духовный лидер. Если на Тибете так много ситхов, то почему Далай-лама до сих пор в очках? Это вопрос, который мы должны ставить, если вообще хотим. Они могут обрушить нашу веру, наши какие-то даже ощущения, но мы должны разбираться и понимать, что не все просто, да, есть вот. Также мистикам посвящается третий афоризм. Мир более сложен и прекрасен. Если Бог хотел испытать нашу искренность и любовь, зачем Он сделал наши тела такими сложными?
в их внутреннем устройстве. Достаточно было бы одного пищевода и немного серого вещества. Хорошо, трудный и легкий путь. Гуру – это тот, кто толкает туда, где трудно, и показывает легкий метод. Очень часто люди идут туда, где легко, используя трудный метод. Ну и последние два афоризма, они как раз посвящены йоге освобождения. Как поступить? Однажды молодой человек спросил у того, кого многие называли гуру, является ли он просветленным. А в ответ увидел улыбку и услышал встречный вопрос. Если я скажу тебе, что просветленный, ты не поверишь. Если скажу, что нет, то совру. Как же мне поступить? Ну и последняя ошибка, которую вам не нужно совершать. Один монах прожил в монастыре около 8 лет. И все это время думал, что он не является просветленным. Это ошибка. Думать было не надо. Спасибо вам огромное. Друзья, всем привет! Меня зовут Гульназ, Московский центр интегральной йоги Шри Ауробинда. Я приготовила для вас две небольшие музыкальные композиции, которые посвящены Господу Шри Кришне. Вообще я очень люблю петь, особенно традиционное исполнение баджанов и мантр, потому что именно в процессе традиционного пения я чувствую наиболее глубинные восприятие, наиболее глубинную связь с Божественным. И, может быть, когда-нибудь я смогу научиться исполнять индийские раги. Это моя заветная мечта. Первый баджан, который я представлю, был записан в домашних условиях вместе с ребятами группы Atma Temple. Это был практически чистый экспромт, но я очень рада, что у нас все получилось. Баджан называется Дамадараштака. Он посвящен детским играм Шри Кришны. Этот баджан был записан очень давно, а сам текст встречается еще в Падма-пуране, и традиционно его исполняют в месяц Картика, то есть прямо сейчас. Многие преданные во всем мире, в храмах, предлагают Господу свою преданность, свою любовь, выражают свое почтение в молитвенном баджане, медитируют на аспект милости и поддержки Всевышнего. И в этот непростой для всех нас год я хочу посвятить наше исполнение всем существам, которые сейчас особенно нуждаются в поддержке и милости Божественного. И пусть высочайшая милость даст нам больше силы, понимания, терпения, мудрости и знания справиться с тяжелыми испытаниями. Ом Намо Бхагавате. Всем намасте. Вторая композиция — это тоже эксперимент. Мы пока только делаем первые шаги, поэтому что-либо такое говорить еще рано, но тем не менее я буду очень рада представить вам то, что у нас получается. С любовью ко всем. Para
in the blue of the sky, in the green of the forest. Whose is the hand that has painted the glow? When the winds were asleep in the womb of the ether, who was it roused them and bade them to blow? He's lost in the heart, in the cavern of nature. He's found in the brain, where he builds up the thought. In the pattern and bloom of the flowers he's woven, in the luminous net of the stars he's caught. In the strength of a man, in the beauty of woman, in the laugh of a boy, in the blush of a girl. The hand that sent Jupiter spinning through heaven spends all its cunning to fashion a girl. These are his works and his veils and his shadows. But where is he then? By what name is he known? Is he Brahma or Vishnu, a man or a woman, bodied or bodiless, twin or alone? We have love for a boy who is dark and resplendent. A woman is lord of us, naked and fierce. We have seen him a muse on the snow of the mountains. We have watched him at work in the heart of the spheres. We will tell the whole world of his ways and his cunning. He has rapture of torture and passion and pain. He delights in our sorrow and drives us to weeping, then lures with his joy and his beauty again. All music is only the sound of his laughter. All beauty, the smile of his passionate bliss. Our lives are his heartbeats, our rapture the bridal of Radha and Krishna. Our love is their kiss. His strength that is loud in the blare of the trumpets, and he rides in the car and he strikes in the spears. He slays without stint and is full of compassion. He wars for the world and its ultimate years. In the sweep of the worlds, in the surge of the ages, ineffable, mighty, majestic and pure, beyond the last pinnacle seized by the thinker, he is throned in his seat that forever endure. The master of man and his infinite lover, he is close to our hearts, had we vision to see. We are blind with our pride and the pomp of our passions. We are bound in our thoughts where we hold ourselves free. It is he in the sun who is ageless and deathless, and into the midnight his shadow is thrown. When darkness was blind and engulfed within darkness, he was seated within it, immense and alone.
зовут Шорохов Алексей, я из Санкт-Петербурга, и это инструмент глюкофон, который я изобрел. Мария Стащенко с любовью и низким поклоном из самого сердца из берегов реки Катунь, что недалеко от села Мульта, Горного Алтая. Вот я и люблю, принимаю благо и благодарю, обнимаю от сердца к сердцу, открываю для чуда дверцу. И люблю, принимаю жизнь и благодарю, отпускаю обиды и тяжести, и дальше иду из радости. И люблю этот дивный мир и семью мою, Бога, соответственно, и себя, а еще я люблю тебя.
I have become a foam-white sea of bliss. I am a curling wave of God's delight, a shapeless flow of happy, passionate light, a whirlpool of the streams of paradise. I am a cup of His felicities, a thunder blast of His golden ecstasy's might, a fire of joy upon creation's height. I am His rapture's wonderful abyss. I am drunken with the glory of the Lord. I am vanquished by the beauty of the unborn. I have looked alive upon the Eternal's face. My mind is cloven by His radiant sword. My heart by His beatific touch is torn. My life is a meteor dust of His flaming grace. There is another movement which should constantly accompany devotion. That kind of sense of gratitude that the divine exists. That feeling of a marveling thankfulness which truly fills you with a sublime joy at the fact that the divine exists. That there is something in the universe which is the divine. That it is not just the monstrosity we see. That there is the divine. The divine exists. And each time that the least thing puts you either directly or indirectly in contact with this sublime reality of divine existence, the heart is filled with so intense, so marvelous a joy, such a gratitude as of all things has the most delightful taste. And yet, of all movements, the one that perhaps gives the most joy, an unalloyed joy untainted by egoism, is spontaneous gratitude. It is a very full joy, very full. It is something that widens you, that fills you, that is so fervent. It is directionless. To feel simply happy. To be quietly happy, a happy gratefulness, a loving recognition of the grace received from the divine, a humble recognition of all that the divine has done and is doing for you. Always joyfully accept what is given you by the divine.
physically, materially, upon earth. It is in gratitude that one finds the source of the purest delight. It is very difficult to keep up your gratitude. For a time it comes very strongly, and again it goes back. The pure flame of gratefulness must always burn in our heart, warm, sweet and bright, to dissolve all egoism and all obscurity. The flame of gratefulness for the Supreme's grace, who leads the sadhak to his goal. And the more he is grateful, recognizes this action of the grace, and is thankful for it, the shorter is the way.